Казахстан отдаляется от России и всего того, что с ней связано. Русский язык, русская культура, русские названия – все это хотят забыть в республике, где русофобия стала государственной политикой. Президент Акаев при этом делает вид, что ничего не замечает и уверяет, что Казахстан – это друг и партнер России. Но его слова не соответствуют действительности, так как в реальности все протекает по-другому. Одна из последних инициатив казахских властей – это переименование железнодорожных станций с русских на казахские. Например, станцию Уральск скоро переименуют в Орал, а станция Узень превратится в Жанаозен. И так по всей стране до 2025 года планируется заменить 3000 идеологически несовместимых и несовременных названий городов и улиц на национальные. Эта новость вызвала восторг не только у казахских националистов, но и у прибалтийских изданий, которые пишут следующее. Прочь русский язык. Казахстан начал дерусификацию. Как же легко забыли казахи, кто защитил их страну от агрессии 2 года назад. А в Кремле продолжают закрывать глаза на растущую русофобию в Казахстане. В России не все равнодушны к судьбе русскоязычных в Казахстане. Они видят, как казахские власти уничтожают все, что связано с Россией, и боятся, что это может привести к геноциду. Одна из таких неравнодушных, Тина Кандилаки, известная телеведущая. Она подняла эту тему в своем телеграм-канале и вызвала бурю негодования у казахов. В Казахстане медленно, но уверенно продолжается вытеснение русского языка на государственном уровне. Республиканский Минтранс решил переименовать несколько железнодорожных станций и сменить русские названия на казахские, написала телеведущая. Тина Кандилаки напомнила, что русофобия в балтийских странах также не проявилась сразу, а потом обрушилась как лавина. Как показывает опыт Прибалтики, это очень опасная тенденция. Здесь тоже все начиналось с малого, а потом превратилось в настоящий снежный ком. Закрывали русские школы, убирали советские памятники, запрещали русский язык. И, наконец, выгнали пенсионеров на мороз. Понятно, что под предлогом поддержки своего места в истории можно пойти очень далеко. Особенно удобно прикрываться историей для продвижения таких вот сомнительных решений, отметила телеведущая. Реакция на высказывание Кандилаки со стороны казахских русофобов и националистов последовала очень быстро. Так, например, казахская журналистка Динара Саджан без уважения и в самой грубой форме посоветовала Кандилаки не лезть в чужой монастырь со своим уставом и заявила, что Казахстан является независимым государством. А депутат Максат Лыкбай напомнил, что сейчас более 70% населения Казахстана – это этнические казахи. И казахский язык объединяет большую часть коренного населения страны. Позже российская телеведущая прокомментировала реакцию казахстанцев на ее пост, отметив, что наблюдает с интересом и грустью. Крики, шум, советы убраться и много всего, но ничего нового. Все это уже было. Не помнить своего прошлого, значит не помнить того, как 2 года назад государство Казахстан едва не прекратило свое существование. Задайте себе вопрос, что лучше горящие города или пришедшие на помощь соседи. Не помнить прошлого значит выглядеть столь же нелепо, как кутающиеся в одежду модных брендов и образы лица из интернета, говорящие одно и делающие совсем другое. Казахские имена, говорите. Ну-ну, это вы не про отель «Монако», что на улице Шарля де Голля в Астане. А почему не улица Ходжи Исави или Абая Кунанбаева? И почему именно Монако? Это, наверное, исконно казахская территория, сиронизировала Тина. В заключение телеведущая дала казахам добрый совет не давать волю злости и действовать разумно. Тогда Казахстану не придется больше унижаться перед американскими СМИ, отвечая на их вопросы о том, насколько им понравился фильм «Барат», который был запрещен к показу властями Казахстана, так как они сочли его расистским, запугивающим и травмирующим нацию. Унижаться не придется, пока республика имеет надежного соседа – Россию. Но как вы думаете, как в Астане восприняли эту честную оценку Тины Кандилаки? Очень просто. Телеведущие закрыли двери в Казахстан. Об этом на брифинге сообщил Айбек Смадияров, официальный представитель МИД Казахстана. По его словам, государство никогда не забудет и не простит ей этого. Мы не оставим это без ответа. Будут приняты меры. Государство этого никогда не простит.
Кандилаки не приедет в Казахстан, а если и приедет, то не въедет, заявил Айбек Смадияров. Таким образом, память у казахов явно оказалась очень короткой. А Тини Кандилаки, видимо, запретят въезд в Казахстан. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии, чтобы поделиться своими мыслями и обсудить новости с другими зрителями. Мы очень ценим ваше мнение и всегда рады обратной связи. Присоединяйтесь к нашему сообществу и будьте в курсе всех новостей и обновлений на канале.